Так, вот мы рядом с машиной. Да, Renault Captur. В приложении выбираем тачку. Тут есть два тарифа. Так, ну попозже про них посмотрим, что там забронируем. Все, у нас есть 9 минут, чтобы дойти до машины, якобы. Сейчас нажимаем прогреть. Машина должна завестись и начать прогреваться сама. О, заработал. Завелась. Магия. Радуга, поехали. Все, маршрут построен, сколько нам? 4 километра, 12 минут, типа, показывает. Поехали. Через 400 метров на светофоре развернитесь. На карточке смотрим, у нас есть страховка. Что тут еще, Женек? СТС. Свидетельство о регистрации, да? Да. Топливная карта. То есть заправляемся мы бесплатно, правильно? Условно бесплатно, то есть у нас это входит в стоимость. Ну, да. Итак, смотрим, что у нас по медиасистеме. Нажимаем на «Я», это у нас Яндекс Радио, правильно? Нажмите на часы в левом нижнем углу экрана, чтобы изменить громкость. Нажимаем на часы, соответственно, у нас есть общая громкость. Так, громкость мы сейчас ее добавляем. Громкость уведомлений. Короче, у нас получается в общей громкости, я сейчас заметил, Алиса, громкость такая будет низкая, а громкость навигатора на это не влияет, она говорит, короче, достаточно громко. То есть это, наверное, громкость уведомлений. Тему можно на ночную, Конечно. либо день. Ну, то, что я смотрел у Варламова обзор, там прямо там лагало. Здесь нормально. Так, только вот тут что-то здесь вот заходит, правда. Нет, это интерфейс, нормально. Перезагрузка Яндекс.Авто. Так, ладно, нажимаем еще раз на «Я». Здесь радио, получается, нажмем на стрелку. Давай на рекорд. Привет, Алиса. Какая погода в Санкт-Петербурге? Сейчас в Санкт-Петербурге -6, пасмурно. Все, спасибо. Я стараюсь. Ну, Алиса красава, короче. У нас, получается, вторая вкладка. Это навигатор. Так, нам что, прям показывать? Да, едем прямо. Так, следующая. Вот музыка, смотри. Это рекорд, FM радио, Яндекс радио. Это твое, не твое? Нет, это вряд ли. Ну, видишь, тут чуть-чуть... Так, зачем нужен профиль? Плейлист понравившихся треков. Типа я могу войти, но потом надо выходить будет. Нет. Так, сейчас я. Ну вот тут вот баг. Видишь, не до конца видно. То есть нельзя вот это прокручивать. Ну вот первый баг, это поправят. Настройки, темная тема, экономия трафика. Это не мы за это отвечаем. Так, настройки. Так, это опять же громкость, уведомления, тема, голосовая активация, если мы скажем, чтобы активировать Алису. Ну и в принципе все. И тут что? Алиса. Какой курс доллара? Ну все, нормально. Нужно понимать, что сейчас Яндекс.Драйв, наверное, один из самых дорогих каршерингов в Санкт-Петербурге. Да, то есть Делимобиль явно будет дешевле. Ну хотя вот Ё-Драйв, если брать такого же класса машины, то она, получается, также стоит. Пропустили. Почти. А то и дороже бывает. Но тут, видишь, у Ё-Драйва у них четко фиксировано. У них, если это минивэн, кроссовер, то это 11 рублей. А здесь это в зависимости от трафика будет меняться. Состав-то было доступно 750 машин. Там вот как раз Renault Captur, на котором мы катаемся. Шкода Rapid, Audi. Не, Volkswagen Polo. Маршрут перестроен. Я еще читал, что там есть Audi A3 вроде, не знаю, ставлю ставку, какие-то машины доступные статьи. Посмотрим сейчас. На ожидание ее ставим или пока бросим? Да, давай ставим на ожидание. Ну тогда нам вылезти придется. Если на ожидание, то она будет открыта. Ожидание. Все. Ожидание бесплатно у нас, да? Нет, 3 рубля, минута. 3 рубля минута. Так. У нас тут 4 рубля проехали. То есть мы проехали где-то 4 километра, у нас вышло 104 рубля. Да, 3 километра, 12 минут, 104 рубля. Ага, вон тикает 105 рублей. Сейчас идет ожидание. Так, тариф у нас в пути 8,5 рублей минута, ожидание 2,5 рубля минута. Так, то есть тарифы у Яндекса, они скользящие, то есть они в разный момент времени могут меняться. В зависимости я вчера вот целый день смотрел, примерно, ниже 8 я ни разу не видел. Там 8 с копейками было, но ниже нет. Угу. То есть достаточно, недешево, можно так сказать. Да. По карману бьет. Ладно, пошли посмотрим, что у нас в багажнике. Смотрим Renault Captur. Вот здесь есть щетки.
И вот это что красное? Это знак аварийной остановки. Ага, если случилась авария, то уставляем знак. Так, посмотрим, вот у нас заднее. Ну, сзади, слушай, то есть если я вот это кресло сейчас отодвину переднее, то мне нормально. Да, ну вот если я вот так сяду в середину, то нормуль, что. Получается, впятером спокойно можно ехать. Как бы. И багажник. Да. Так, а если у нас получается машина в ожидании, мы не можем пользоваться медиасистемой, правильно? Ну, видимо, нет, она, видимо, все заблокирована. Да, то есть когда машина стоит в ожидании, ничего мы делать с ней не можем, она просто стоит открыта. Так, ладно, пошли, наверное, что, посидим, порассуждаем по поводу Яндекс.Драйва. Тут что, мы сидим, деньги проставим. Ладно, давай смотреть, что у нас по приложению. То есть у нас показываются вон машины на парковке, да? То есть вот мы сейчас сидим, и вот наша машина, на которой мы ездили. Renault Captur. Показывает, сколько бак у нее, Да, а еще осталось 205 километров. 205 километров, можно удаленный прогрев делать, и есть бортовой компьютер. Тарифы с учетом скидки, сейчас уже не подключена, получается, Яндекс Плюс, да? Где музыка, да, и Да, и получается у него скидка. Без скидки было бы, ну, на 5% дороже. И получается у нас есть два тарифа, то есть поминутный, да, и почасовой. То есть машину можно сразу снять на 3, либо там 12, либо даже вот на целый день. Так, что у нас здесь еще есть приложение? Так, заходим в менюшку, можно посмотреть поездки, да? Да. То есть это вот мы просто так открыли машину, минута, час, рубль 40. И вот мы проехались только что 4 километра, 131 рубль. И вчера вот Женя тестил, тоже вышло у него 102 рубля. Он как раз таки у нас деньги только что снялись. Еще смотрим, зона парковки, то есть где можно парковаться. Так, это у нас Москва, да? А нам нужен Санкт-Петербург. Посмотрим, где можно парковаться в Питере. В Питере, в принципе, он охватывает... везде. Да, он охватывает весь Питер до КАДа практически. И вот здесь прям... Ну да, то есть в районе КАДа можно парковаться практически везде. Шушара, вот видишь, там точка. А, ну, Все да. Шушара. Ну, чуть-чуть Шушар, ну, такое, да. То есть кто там живет. А вот этот красный, вот это вот что значит? Это... А, это где нельзя парковаться, там всякие парки, кладбища. Да. Ну, то есть, ну, места предостаточно. Я читал, что там, типа, можно еще по Ленобласти, но, как видим, не показывает. Смотрим, это у нас что показывает? Это радар. Типа он сам может тебе забронировать машину, ну, на расстоянии ты выбираешь, там, типа, 20 минут ходьбы, 7 минут ходьбы, 5. Ну, в общем, нажимаешь включить, и он тебе автоматически, получается, забронирует машину в окрестности этой, и ты, как бы, у тебя будет время дойти. Мгм. Вот как раз с этой функцией у меня, получается, знакомый плоханулся, он нажал забронировать, и у него выключился телефон, и он никак не мог отключить, и с него сняли там около 2000. Если у вас этот слабый заряд телефона, то не бронируйте тачки на каршеринге, а то потом попадете на бабки. А там вот еще что было, вот автобронь, да, то есть сейчас 30 минут, то есть дается тебе 30 минут на автобронь, да, Да. то есть она бесплатная, да, получается, да, то есть машину бронируешь, все, и просто идешь до нее. Фильтры, ну, просто показывается, где можно выбрать машину с полным баком, вот как раз у нас отсортировались некоторые машины. А вот как раз таки машины, где есть детское кресло, вот у нас в Renault Captur его не было. И видим, что в Питере их, в принципе, ну, наверное, работает. в принципе, нет, да. Бортовой компьютер, но он есть везде, наверное. Так, только что помыли. Все машины у нас грязные, короче, уже на каждой покатались. Но у нас тачка была достаточно чистая. Ну что, фильтры, получается, здесь что, только полный бак, только что помыли. А, вот еще есть груз, это груз. Грузовики, наверное, ну, да. Пока что их нет. Пока что их нет, но, видимо, скоро введут. Ну и радар, как мы показывали. Еще там должна быть прикольная функция, когда у тебя сразу считается деньги за поездку. Ну, ты указываешь точку А, точку Б, и тебе сразу считается. Но Ага. пока что еще нет тоже. Давай посмотрим, вот нажмем на детали поездки. Получается старт, время, откуда стартовали, где закончили, финиш. То есть сколько мы за что заплатили. Ожидание у нас вышло практически 6 минут. Это 16 рублей. И в пути мы были 13,5 минут, 122 рубля. Скидка по программе Яндекс Плюс у нас составила 7 рублей. Итого 131 рубль. Renault Captur. В принципе, мы сейчас посмотрели. Давай зайдем в такси приложение, да? Мы пробили то же самое, где мы проехали. Такси получается, ну, то же самое, да? Да, так тебе еще не надо, ну, как бы водить. Ты Да. спокойно сел, никакие ответственности не Сел, несешь. доехал. Все, спокойно доехал. Ну, грубо говоря, там переплата этих 30 рублей того, наверное, не стоит. В общем, кому может быть полезен каршеринг, если вы хотите сэкономить именно деньги? То есть, ну, нужно смотреть уже по ситуации. То есть, смотрим там такси, сколько будет стоить, и примерно каршеринг. Но с такси мы уже точно знаем, да, сколько мы заплатим? Такси мы уже точно знаем, Да. сколько заплатим, и мы точно знаем, что она подъедет прямо к нам. Ну, где мы находимся, неважно. А тебе тут, возможно, придется идти там какие-то метры. Ну, Да, то есть ну, мы может быть, машина достаточно далеко. Вот как мы сегодня шли, мы шли, наверное, минут 10, ну, 5-6. ну да, от 5 до 10 минут мы, во-первых, шли до машины,
машины, потом мы ее, получается, пока мы ее забронировали, там, ну, минута, ладно. Распарковали, пока вот там выехали. Ну, там не всегда, допустим, кто-то удобно паркует. Да, то есть у нас запарковали прям вообще неудобно, нам было крайне некомфортно, да. А вот, кстати, расскажи про регистрацию. Регистрация проходит как общение с ботом. Ну, типа в чате, как будто тебе, знаешь, там пишут: привет, там, мне нужны твои документы, мне нужно то-то, то, ты все скидываешь достаточно быстро, на самом деле. Мне там, ну, может, потока еще особого не было, так как я заранее регистрировал. И, в принципе, там заняло это минут 15, и все активировали, но машин еще не было. Вот только вчера я попробовал первый раз. Получается, стаж, я читал, нужен от 2 лет, да? Ну да, но у меня 4 года, поэтому не без проблем. Да, то есть, если... Но когда добавят, вот как я читал, дорогие машины, то нужно будет с 26 лет, и они как-то там умным тебе умным алгоритмом будут выдавать. Ну, получается, каршеринг как бы прикольно, но, опять же, надо заметить, что Яндекс.Драйв очень дорогой каршеринг по Питеру, если смотреть. Ну, да, самый дорогой. 8,5 у нас рублей вышла минута, там Делимобиль 3-4 рубля у нас бы вышло. Дели, я не знаю, ну нет, рублей 6. А ты же катался вот на Юдрайве. На Юдрайве, вот мы сейчас можем зайти в приложение Юдрайв. Ну вот ты катался на Юдрайве, вот тебе что больше сейчас понравилось? Вот по тем эмоциям, как на Юдрайве, либо как на Яндекс.Драйве? Ну, у Юдрайва, так как они уже достаточно давно, у них машины потрепаны, и люди относятся не очень к каршерингу. Машина была такая, вся загаженная, типа грязная, и она была маленькая. Это был, вот, 8 рублей. Ну вот мы сейчас смотрим Юдрайв тоже. 8 рублей смарт на 4 человека. Ну, это маленькая совсем машинка, без багажника, то есть, ну, примерно то же самое. Ну, вот здесь Яндекс явно выгоднее, потому что у нас, во-первых, большая Рено Каптюр, да. По стоимости также. Получается, в Питере у нас сейчас есть что-то Делимобиль. Ну, основные Юдрайв, Делимобиль и вот Яндекс.Драйв появился, вот. Яндекс.Драйв Ки плюс, это хрена машин, прям много-много. Но до Юдрайва мы сейчас тут смотрим, по карте тоже немало-то на самом деле. Я не знаю, сколько. В любом районе есть. Покажи, Жень, на карту. Что там? Посмотрим, видно, не видно. Вот что можно было бы Яндексу посоветовать, так это сделать сортировку по машинам. Допустим, кто-то хочет прокатиться на какой-то определенной машине, потестить, грубо говоря, ее для себя, это если он подбирает. Получается, нужно тыкать, да, именно так? Да, нужно тыкать и угадывать. Ну, либо близко призумить, тогда видно какая-то машина. А если, вот здесь, в Юдрайве, у них такая функция есть. Ты можешь зайти в настройки и фильтр по авто. И ты можешь выбрать конкретно, какие машины тебе показывать. В Яндекс.Драйве такого нельзя сейчас, к сожалению. То есть приходится тыкать, если хотим на какой-то конкретной тачке прокатиться. Яндекс, вот они сейчас только пришли в Питер, и получается, во-первых, у них самые, если средний класс брать машин, то у них дороже, чем у всех получается. На пол-рубля там, но дороже. А вот в Юдрайве там была какая-то мультимедиа вообще, или просто обычные машины? Обычные машины. То есть вообще обычные машины. Опять же, плюс, да, у Яндекса у нас мультимедиа прошарили, там Яндекс.Навигатор, Лиса, там Яндекс.Радио. То есть нормально пользоваться машиной, приятно, в общем. И все, что я смотрел, у них, в принципе, все автомат. Берешь любую машину и едешь. Вот, то есть ничего сложного. Вот, с детскими креслами мы пока машин не нашли, даже по фильтру. Но я думаю, вскоре они этим моментом озаботятся. Сейчас у них была задача все-таки стартануть в декабре. По ЗСД, вот там бесплатно пока что. Пока что бесплатно, да, но будет платно. Вот, можно рассчитывать, что оно уже платно, то есть не рассчитывать, что оно там бесплатно, то есть настраиваться, что ты за это будешь платить по ЗСД. Короче, мне понравилось, в принципе, Яндекс.Драйв, но это так, чисто тест. Да. На постоянной основе. Постоянно, наверное, тем, кто... Я просто не знаю, кому можно посоветовать, чтобы они постоянно пользовались. В принципе, выгоднее иногда и такси, по городу на мелкие поездки. Кому посоветовать? Наверное, тем компаниям, у которых там 5 человек набирается, тогда выгоднее вам, естественно, чем такси платить. И такси ты, в принципе, тоже разделяешь стоимость. Такси в чем прикол, да, нужно каждого... не сможешь поделить. Так 5 будет человек, а так в любом случае 4 человека. Такси, да, если вы едете в компанию, такси нужно с одной точки прям все собираться и стартовать. Да. А на драйве, получается, так заехал за всеми, забрал, да и все. То есть, не нужно париться особо. Там переплатишь немножко, но за удобство можно чуть-чуть переплатить. Знакомство, да, с Яндекс.Драйвом. В принципе, машины пока что новые, хорошие, чистые. Да, мне понравилось. Все, наверное. На этом закончим. Обзорщики. Вот, все. Всем пока. Сейчас посмотрим, что там еще записалось ли вообще что-нибудь.